Христианство было зачинщиком и проводником западной цивилизации, нравами и законами, которые управляли нами на протяжении последних 16 столетий. И эта эпоха закончилась. Нет сомнений в том, что конец христианского мира приведет к глубоким изменениям на Западе. Тем изменениям, которым в конечном счете он сам послужил виной. Шанталь Дель Соль, французский историк, профессор Национального университета Марн-ля-Валле. Неконтролируемая миграция, этнический терроризм, религиозные войны – все это как-то незаметно стало нормой нашей жизни. Вместе с тем, как растет поток беженцев из стран третьего мира, развитые державы впадают в демографическую яму. Усугубляется неравенство. Люди, получившие возможности для жизни в Европе, требуют все больше социальных благ, оттесняя коренных жителей, замещая их на рабочем месте, заполняя растущие неблагополучные районы, умножая бедность и стремительно растущий этнический криминал. На наших глазах рушится то, что веками создавалось как оплот честной открытой конкуренции, частной собственности и рыночной системы. Многие нелегальные мигранты находят работу в секторе теневой экономики, которая по оценке Еврокомиссии уже сейчас составляет 27% ВВП в Италии, 23% в Испании и 14% во Франции. Еще в 2002 году международная миграция в страны-члены ЕС составила 1 миллион 27 тысяч человек, обеспечив более 3/4 общего прироста их населения. И это далеко не предел. На данный момент в одних только странах Западной Европы проживает около 22 миллионов перемещенных лиц и беженцев. Почти все они мусульмане. За последние 30 лет число их возросло троекратно и подобралось к 40 миллионам последователей, официально заявивших о своей религиозной ориентации, а к 2050-му вполне может составить и вовсе 14% всего населения Европы. Уже сейчас, по данным различных источников, во Франции проживает от 5 до 8 миллионов мусульман, в Германии от 3 до 3,5, в Великобритании от 2,5 до 3, в Нидерландах до 1 миллиона, в Италии от 800 тысяч до миллиона, в Испании до 700 тысяч, в Бельгии более 400, в Австрии 400 тысяч, в Швеции 350, а в Дании 270. С 90-х годов численность мусульман в странах ЕС резко возросла и продолжает увеличиваться. Очень характерной в этом отношении является ситуация в уже упомянутой Великобритании. Если в 1981 численность мусульман-выходцев из Пакистана, Индии и Бангладеш оценивалась здесь в 750 тысяч, то сейчас их около 3 миллионов. Причем численность родившихся в самой Великобритании составляет не менее 50% этого числа. По данным демографов, средняя семья из Индостана имеет 5 членов против 2,4 у британцев, и уже сейчас азиатское население здесь насчитывает больше людей моложе 16 лет, чем белое население. Такими темпами, по прогнозам к 2050 году, в Британии не останется этнического большинства. Оно будет размыто межнациональными браками и импортом дешевой рабочей силы из стран третьего мира. То же самое происходит во всех остальных белых странах. Это видео лишь одно из многих. Попытка рассказать о трансформации, видимой сегодня на примере огромного множества западных стран и возможных ответах, которые в силах дать европейской цивилизации на растущие вызовы со стороны новой дикости, радикализма и религиозной нетерпимости. Если вам интересно, какие меры стоит принимать в демографической политике, чтобы выправить депопуляцию в развитых постиндустриальных социумах и прежде всего среди белых людей, прошу смотреть мое предыдущее видео, закрепленное в описании. Здесь же мы сосредоточимся на духовной стороне вопроса, угрожающем росте ислама и влиянии христианства, которое все яснее перестает быть фундаментальной основой белого человека, и постараемся ответить на вопрос: что следует делать белым для своего целостного морального выживания в условиях агрессивно расширяющегося культурного влияния мусульманской среды, и как снова вдохнуть жизнь в уже, казалось, потерявшую надежду западную цивилизацию, как дать отпор новому варварству, сохранить достоинство и не стать религиозным мракобесом, не удариться в альтернативную крайность с призывами отменить современное общество, контрацепцию, женскую грамотность, интернет и современный мир. Мы должны отказаться от вредных привычек, концертов, клубов, вечеринок, дискотек. Абу Адам, урожденный Свенлау, немецкий активист и проповедник, организатор полиции шариата, коренной немец, принявший ислам. Кроме числа мигрантов-мусульман, растет и численность европейцев, принимающих эту веру.
Их уже насчитываются сотни и сотни тысяч. Сегодня на слуху множество их имен. Проповедники Пьер Фогель и англичанин Абдурахим Грин, французский коммунист Роже Горади, итальянский ультраправый Клаудио Мутти, английский музыкант Кэт Стивенс и немецкий дипломат Вильфред Хоффман. Казусным стал недавний инцидент с итальянским послом в Саудовской Аравии Торквато Кадрилли, который принял ислам. Однако и он был не первым послом Италии, сменившим веру. Выполнявший до него обязанности посла, Марио Сциалоя тоже стал мусульманином. Во Франции это Дэвид Куртадье, принявший участие в попытке теракта против американского посольства в Париже в 2001 году. В Англии Дэвид Синклер, погибший в Боснии, сражаясь на стороне маджахедов. Джек Роч, пытавшийся взорвать посольство Израиля в Канберре. В Германии Томас Фишер, доброволец в составе одного из бандформирований в Чечне, и Стивен Смирек, планировавший теракт самоубийства, Мюриэль Дерак, перешедший в ислам и ставшая первой европейской женщиной-камикадзе в Иране, немец польского происхождения Кристиан Гончарский, в прошлом близкий друг Усамы бен Ладена, главный его консультант по компьютерной технике и одновременно ответственный за связи террористов с общественностью и многие-многие другие. Но чем же ислам так привлек их? С уверенностью можно сказать одно. Почти всех этих людей объединяет глубокое разочарование в христианстве, желание найти ответ в более духовном, чистом мире, выразить протест современной культуре Запада. Знаменитый французский футболист Николя Анелька, принявший ислам в мечети Аль-Васси в Арабских Эмиратах, в ходе церемонии заявил следующее: «Ислам очень интересует меня. Еще 5 лет назад я увлекся этой религией и с тех пор обдумывал решение принять ее. Ислам дал ответы на многие мучившие меня вопросы. Он дал мне надежду, утолил жажду общения с Всевышним, которой у меня прежде не было. Я ведь и до этого жил по тем же принципам, был честным, имел какие-то высшие ценности, но до сего дня я не осознавал, насколько это глубоко». Профессор Рюдигер Лолькер из Венского университета, изучающий феноменологию современного ислама, утверждает, что многих молодых белых европейцев привлекает в мусульманстве его воинственный дух, а также захватывающий мир противостояния светской морали, обществу потребления и культуре эмансипации. Особенно хорошо это видно на преступниках. Для заключенных тюрем радикальный ислам явно привлекателен. Например, мы проводили беседу с преступившими закон, которые признавались, что ощутили себя мусульманами после того, как, будучи простыми мелкими преступниками, задумались о роли секса в рекламе и пришли к выводу о порочности потребительского общества. Вообще, наличествующая в криминальных структурах культура риска легко трансформируется в джихад, особенно если в банду попадает исламский вербовщик. Показательно также, что многие из перешедших в ислам белых людей раньше были христианами. Именно прежний религиозный опыт подсказывал им выход обратиться в религию, требующую большей строгости, большей ортодоксии и жестокости. Это не может не навести на мысль, что современное европейское общество отчаянно пытается удовлетворить свой духовный запрос на веру, сопротивление и борьбу, а сталкивается в лице христианской церкви со стеной непонимания. И действительно, многие духовники и епископы, пасторы местных церквей отмечают, что не могут осознать этот стремительно резкий упадок веры. Почему богатый, состоятельный и образованный человек современности во всех отношениях предпочитает радикализм ортодоксии реформатской церкви? Я всегда поражался американскому летчику Полу Уолфреду Тибетсу, пилоту Энолы Гей, который обратил в пепел столько невинных людей и никогда не сожалел об этом. Для него эти люди были статистами, ничего не значащим пеплом, неверными, подлежащими истреблению. Тогда я опять подумал, что в нашем христианстве что-то не так. Николай Окер, военный летчик. Согласно данным Европейского социального исследования, католики и протестанты, а также люди с высоким уровнем личной религиозности в сравнении с нерелигиозными респондентами и людьми вне конфессий чаще отдают предпочтение иммигрантам и расположены к приезжим из стран Ближнего Востока. Исследования также указывают на связь между религиозностью европейцев и их мнениями по проблемам иммиграции, такими как поддержка крайне правых партий и отношение к Евросоюзу. Так, например, известно, что респонденты-христиане чаще голосуют за левые партии, отдают предпочтение социальным программам и в целом более склонны к государственной регуляции финансов ради общей справедливости. С течением времени христианство превращается для Запада не в щит идентичности, которым оно являлось на протяжении многих веков, но в воронку, разрушающую в себе саму эту идентичность. Ронан Макри, английский правовед.
Британский журнал The Economist посвятил целый ряд статей ситуации в Италии, отмечая недовольство паствы церковным начальством, принимающим беженцев. Например, описан случай, когда благотворительная католическая организация Caritas пролоббировала принятие закона, согласно которому работодатели должны участвовать в деятельности организаций, помогающих беженцам. Бывает и так, что местные священники поддерживают откровенный этнический криминал. Так, в порту Катания на Сицилии беженцы могут по своему желанию посещать католическую мессу, находясь под покровительством благотворительной католической организации Caritas. Местная этническая мафия пользуется этим, а протестантские пасторы уже заявляют о крещении сотен выходцев из Афганистана и Ирана. Получается так, что вместо сохранения европейской идентичности христианство только размывает ее в новых потоках мигрантов. Некоторые церковные деятели сегодня напрямую заявляют, что возрождение христианства будет связано именно с волной обращенных в новую веру, вовлеченных в самые разные общины и евангельские движения приезжих из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Сегодня именно христианство и именно христианская церковь становятся главными бенефициарами неконтролируемой миграции. И это не случайно. В ходе исследования, проведенного Пейтрадом фон Эльдельдом и Питером Шмидтом, на материале 24 европейских стран выяснилось, что более религиозные христиане склонны лучше относиться к иммигрантам. Также они будут в значительной степени рады мигрантам из Африки и стран Ближнего Востока в случае, если те примут христианство или уже будут христианами. Однако и в случае мусульманской миграции те не особенно сильно потеряют в их глазах. Проиммигрантские настроения прослеживаются также и в официальных доктринах католической церкви, которая подчеркивает свое деятельное участие в формировании поликонфессиональной Европы. Программа ныне действующего Папы Франциска, выраженная в энциклике «Евангелие Гаудиум» о возвещении Евангелия в современном мире, говорит: необходимо уделять внимание мигрантам любых категорий. Папа не приемлет глобализацию безразличия, а культуру благосостояния воспринимает как анестезию, позволяющую не думать о нуждах и бедах других. Церковь не может отказаться от влияния на социальную и национальную жизнь, не беспокоиться о здоровье институтов гражданского общества, не высказываться о событиях, интересующих граждан. По словам Папы Франциска, необходимо уделять внимание, быть рядом с новыми формами бедности и хрупкости, в которых мы должны видеть страдающего Христа, хотя ясно, что это не приносит нам осязаемых и немедленных преимуществ. Бездомные, страдающие разными формами химической зависимости, беженцы, туземные народы и прочее. Мы, христиане, должны с любовью и уважением принимать исламских иммигрантов, прибывающих в наши страны, как и мы надеемся и прочим быть принятыми и уважаемыми в странах исламской традиции. Более того, официальный Ватикан заявил, что не приемлет возвращение к колониальному сознанию Европы, а Папа даже категорически выступил в защиту религиозной идентичности мигрантов. Мусульманка должна иметь право носить платок, а католик крест. Когда я слышу разговоры о христианских корнях Европы, я иногда опасаюсь триумфалистского и даже мстительного тона. Среди католических деятелей Европы особенно выделяется кардинал Рейнхард Маркс, президент комиссии конференции католических епископов ЕС и глава конференции епископов Германии. Его выступления о солидарности с беженцами, развивающие идеи Папы Франциска, широко распространяются в немецкой и европейской прессе. По словам кардинала, необходимо побуждать власти, гражданское общество и членов церкви к укреплению солидарности по отношению к нуждающимся, мигрантам и беженцам, которые пересекают границы европейских стран или остаются в них. В 2015 году он лично встречал мусульманских беженцев в Мюнхене и потом активно вступался за увеличение квот на приеме мигрантов из других стран в Германию. Проект европейской интеграции и единства принес людям мир, безопасность и процветание. Эти достижения должны быть защищены и разделены всеми. Европа – это проект согласия, а не разделения. Как христиане, мы обязуемся сотрудничать, чтобы сделать этот проект реальностью, и мы делаем это с глубоким убеждением. Конечно, эти выступления, наряду с целым рядом других, вошли в противоречие с настроениями многих европейцев, радикально контрастируя с восприятием мигрантов в массовом сознании. Христианская церковь и правоконсервативная партия решительно разошлись в вопросах о миграции. Националист в Европе все меньше стал значить христианин. Так, в августе 2015 года, во время телешоу, секретарь конференции епископов Италии Нунцио Галатино сравнил политиков, играющих на ксенофобских стереотипах, с уличными торговцами, предлагающими никому не нужные вещи. В Германии церковные лидеры активно критикуют антимусульманское движение в целом,
В частности, Пегида – патриотические европейцы против исламизации Старого Света. Епископ Фелик Ген запретил священнику Полу Шпалингу выступать на акциях Пегида в Дуйсбурге в январе 2015 года, так как это противоречит христианскому образу любви, добра и открытости. Дошло до того, что в Великобритании Английская лига защиты и националистическая партия BNP вынуждены были из-за крайнего несогласия англикан проводить мероприятия с социалистами-антифашистами, единственными солидарными с ними в вопросах миграции. А в Греции оппозицию линии архиепископа Афинского Иеронима, выступающего за Европу солидарности по отношению к беженцам, стало представлять ультраправое неоязыческое крыло организации «Золотая заря». В России принципы и направления работы с мигрантами в Русской Православной Церкви от 20 ноября 2014 года повторяют все те же общие тенденции. Патриарх Кирилл, так же как и Папа Франциск, отмечал: «Мы знаем, что на страшном суде Господь опросит с нас за всех людей, за тех странников, которых мы не приютили. Люди, которые приезжают в нашу страну, являются в каком-то смысле странниками, и поэтому, движимые христианским чувством, мы должны делать все для того, чтобы жизнь этих людей была достойной». Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что создание благоприятной среды для мигрантов является одной из задач церкви. РПЦ участвует в работе курсов по языковой и культурной адаптации беженцев при храмах. Одно время даже были открыты центры для трудовых мигрантов, однако программа не приобрела большого распространения. Гастарбайтеры были готовы учить язык или идти в музей только если им платили. Христианские церкви, прежде всего православная и католическая, являются по сути сторонниками программы мягкой интеграции мигрантов в европейское общество и вторыми главными выгодополучателями сразу после крупного капитала. Недооценивать их влияние на общественное настроение опасно. Так, например, по всей Европе с 1980 года действует комиссия конференции католических епископов ЕС. Фактически при каждой епархии действуют комиссии или проекты для иммигрантов. В 2015 году епископы Франции, Германии и Италии обращались с призывами к гражданам и властям изменить свое отношение к мигрантам и избавиться от страхов и стереотипов по отношению к ним. Кроме этой комиссии существует еще одна, занимающаяся конкретно вопросами по миграции в Европе – CCMA. В нее входят федерации евангелических протестантских общин, экуменические советы разных стран, лютеранские и православные церкви. Комиссия издает ежегодные доклады о различных формах церковной помощи мигрантам. В рекомендациях CCMA определены основные и максимально широкие демократические принципы работы с мигрантами. Эти рекомендации подписали помимо CCMA католические благотворительные организации Caritas Европа и Иезуитская служба по помощи беженцам, Международная католическая комиссия по миграции, комиссия конференции епископов Европейского сообщества, Евродиакония, сети 46 церквей, англиканских, реформатских, православных и Квакерский совет по европейским делам. В документе, принятом 19 ноября 2014 года, отмечается необходимость признания неотчуждаемости достоинства каждой личности и ключевых ценностей европейских обществ, таких как сопереживание, солидарность, гостеприимство. В связи с этим особо выделено обязательство не выдворять людей или не возвращать их в ту страну, где они могут подвергаться опасности, и утверждение, что нужны двери для беженцев на границах ЕС. Специальный раздел посвящен более широкой интерпретации концепции семьи, чтобы власти могли включать в это понятие родственников в случаях опасности и тем самым еще более расширять потенциальный круг мигрантов. Наконец, стоит отметить и гуманитарную организацию Caritas, упомянутую ранее. Ярким примером ее деятельности является проект гуманитарных коридоров, который был предложен в 2015 году и начал реализовываться в 2016. Идея проекта заключается в том, чтобы выдавать гуманитарные визы мигрантам и помогать с их отправлением в Европу. Для этого несколько итальянских консульств открыли свои бюро в Ливии, Эфиопии и Марокко. В числе целей проекта – обеспечение безопасности пребывания беженцев на территории ЕС и управление миграцией с тем, чтобы избавить общество от страха перед ними. Стоит отметить, что в связи с проектом гуманитарных коридоров актуализировались и другие популярные идеи, например, о Евроафрике, осознании Африки как европейской границы, необходимости солидарности между двумя континентами. Логическим продолжением переселения легальных мигрантов в Европу является работа с ними. Община Святого Егидия организовала проект «Люди, ищущие мира», членами которого являются мусульмане,
Именно в рамках проекта гуманитарных коридоров Папа Франциск, посетивший лагерь беженцев на греческом острове Лесбос, взял с собой в Ватикан 12 сирийских мигрантов, у которых предварительно были оформлены гуманитарные визы. Идеология общины Святого Эгидия провозглашает солидарность и милосердие к нищим и переселенцам, в равной степени отрицает как европоцентризм, так и колониализм. Отдельные католические, англиканские, лютеранские приходы в разных европейских странах активно участвуют в решении проблем мигрантов. Папа Франциск призвал каждый приход принять хотя бы одну семью беженцев. Результаты этой политики мы можем видеть на примере доклада TTMA «Картография миграции, картография ответов европейских церквей на вызовы миграции». Так, на основании общеевропейского исследования, в 60% всех церквей мигрант составляет от 6 до 100% прихожан. В тех общинах, где больше 60% членов мигранты, как правило, и руководство также из их числа. 74% респондентов ответили, что в местных приходах заметно присутствие представителей этнических меньшинств, которые либо собираются отдельно, либо являются составной частью общины. 25,7% заявили, что до 20% христианских священнослужителей – мигранты. В 48% религиозных организаций работают активисты или команды, помогающие беженцам. 65% общин развивают специальные проекты и межцерковное сотрудничество. Особенно стоит отметить, что в 32% церквей 1 из 5 молодых людей является иммигрантом. Большинство церквей ищут те или иные способы взаимодействия с миграционной средой. Ради расширения своей миссии и политического влияния многим христианским деятелям пришлось идти против общественного мнения, которое выступает за ограничение въезжающих в страны ЕС, против части либеральных политических сил, которые стремятся минимизировать влияние миграционного и религиозного факторов, а также против националистически настроенных правых партий. И в итоге церковные приходы стали пустеть. Политика открытых дверей, дружбы со всеми привела христианство лишь к тому, что оно пережило себя и окончательно перестало быть религией белых людей. Не беря в расчет немногочисленные радикальные общины, уровень христианской религиозности у коренных европейцев неуклонно падает. Согласно исследованию Института Святой Мэри, проведенного в 12 европейских странах, большинство молодых людей, белых европейцев в возрасте до 25 лет, заявили, что они нерелигиозны. В 20 веке христианские миссионеры всех конфессий почти единодушно сделали ставку на миссию на понятному современному человеку языке и проиграли. Мусульманские миссионеры сделали ставку на верность старине, верность традиции и выиграли. В католических храмах вместо латыни зазвучали местные языки, и храмы опустели. В новопостроенных мечетях звучат молитвы только на арабском, и мечети полны молящимися, меж которых нередко встретишь коренного европейца. По словам самих апостатов, привлекает их именно традиционализм ислама. Мусульмане не изменяют своих позиций, в то время как христианство меняется, говорит бывшая англиканка. В постоянстве ислама я нашел покой, которого не находил более в католицизме, вторит ей молодой мусульманин-француз. В исламе нет пересмотренных и исправленных догм. Мусульманин, живший несколько веков назад, вернувшись в наше время, нашел бы тот же самый ислам во всей его целостности. Георгий Максимов, русский религиовед, специалист по истории ислама. Еще одна примета времени – покупка мусульманскими общинами бывших христианских церквей и соборов. Особенно в этом выделилась Германия. Это произошло в Берлине, Дюссельдорфе, Гамбурге, Кёльне и ряде других городов. По законам Германии, если здание, в том числе культовое, имеет историческую ценность, то его внешний облик менять нельзя, так что кресты просто меняют на полумесяцы. Подобные изменения видны повсюду. Недавние беспорядки, в которых мусульмане выступили с критикой традиции режения новогодней ели, тому подтверждение. Еще в 2012 году власти Брюсселя отказались ставить на центральной площади города живую ель, символ христианского Рождества. Ее заменили на некий арт-объект, отдаленно напоминающий елку. Администрация не скрывала, на это пошли, чтобы не оскорблять религиозные чувства мусульман. Однако на этом дело не закончилось. Вслед за борьбой с символами, ислам стал проникать в институты власти и менять политику страны. Недавно Совет Брюссельской коммуны Андерлехт уже избрал 2 представителей партии «Ислам» на руководящие посты. Ее сооснователь Редуан Артуш довольно открыто заявляет о своих целях. В долгосрочной перспективе, когда люди осознают, что исламские законы благоприятны для бельгийского народа, начнется путь к исламскому государству. Это неизбежно.
Во Франции, по сведениям агентства IFOF, 28% мусульман, имеющих французское гражданство, исповедуют так называемый авторитарный ислам. Именно эта группа указала, что ставит религиозные принципы и убеждения выше ценностей Французской республики. Из них 80% заявили, что дети из мусульманских семей должны получать в школах халяльную еду, а 60% выступили с заявлением, что будут готовы добиваться права ношения в учебных заведениях паранджи, вуали и бурки. В Англии уже издано новое официальное руководство для адвокатов, устанавливающее, например, как должны составляться завещания, чтобы соответствовать традиции ислама, не противоречить действующему британскому законодательству. Еженедельник Sunday Times сообщил, что в мусульманских общинах страны выросла сеть шариатских судов, общее число которых достигло 85. Впрочем, по некоторым данным, тихую и незаметную деятельность шариатские суды в Великобритании ведут аж с 1982 года. Живущий в Германии писатель алжирского происхождения Буалем Сансаль не так давно заявил в одном из интервью, что главная сила исламистов – это терпение. Они рассматривают свои действия в долгосрочной перспективе. Другое качество – это изобретательность, умение пользоваться имеющимися у них в распоряжении инструментами, спутниковые каналы, интернет, социальные сети, маркетинг, пиар, исламские финансы, кино, литература. Все это применяется для достижения максимальной эффективности. Исламисты, надо отдать им должное, храбро сражаются за то, во что верят. Я, к сожалению, должен признать, что у европейцев нет стимулов. Слово «свобода», за которое они раньше были готовы идти на край света и бороться, стало пустым звуком. Итак, тысячи европейцев пришли к исламу. У каждого был свой путь. Некоторые из них были протестантами, другие разочаровались в католицизме, многих из них привлекали эзотерика и оккультизм. В этот широкий поток влились студенты, жены мусульман, любопытствующие обыватели, общающиеся с коллегами с Кораном в руке, предприниматели и преподаватели, то есть люди из самых разных социальных слоев. Укоренится ли эта тенденция или пойдет на спад? Именно от этого зависит судьба европейской цивилизации. Европа все больше и больше будет похожа на кипящий котел. Этим процессом управлять невозможно. Полагаю, что европейцам будет достаточно сложно удержать то, что есть. Мы видим, как социальная система Европы начинает трескаться по швам. Не исключено, что нас ждет просто крупная катастрофа, когда в 2-3 европейских странах рухнут социальные системы, что может привести потом к разрушению каких-либо экономических систем. Справится ли Европа как целое с этими проблемами лучше, чем отдельные страны в одиночку, сказать очень трудно. Александр Рар, немецкий историк и социолог. И все же надежда есть. В пророческом, хотя возможно и апокрифичном замечании, приписываемом Анре Малеро, говорилось, что 21 век будет религиозным или не будет вовсе. Нам с высоты сегодняшнего дня как никогда это стало ясно. Атеизм оказался не способен противостоять агрессивной силе исламского фундаментализма, однако и нам, христианам, пришлось признать, что христианство больше не является той спасительной панацеей, за которую мы можем ухватиться. Конечно, 21 век религиозен, но он уже не христианский и не обязан быть христианским. Дальтон О'Келлог, ирландский философ, профессор Тринити колледжа Дублина. Но что же вместо него? Ждет ли нас эра безбожия, так как только христианство пало, многие надеялись на научный склад мира и универсалии, способные объяснить новый век и понять наше место в нем. Ученик Хабермаса Ганс Иоас как-то иронизировал, что нельзя представить себе будущее без религии так же, как без музыки, танца и общества. Идеалы изобретаются, конечно, по-другому, но разочарование не означает господство атеизма, так же, как подъем ислама не означает неизбежную мусульманизацию Запада. Повседневный опыт подтверждает нам, что мораль не исчезла с падением христианского мира, и даже что мораль пронизывает все, даже сейчас. Она не исчезла. И у белого человека по-прежнему есть за что ухватиться. Мы не переживаем спуск в ад или полную утрату того, что составляет человечество. Вместо этого мы наблюдаем смену парадигмы, которую можно считать радикальной и сомнительной, но которая, тем не менее, защищает другие благородные принципы. Принципы, которые, по моему разумению, являются последней надеждой и зарей в блекнущем мире Запада. Новый век, я повторю это снова, новый век, век европейского язычества, который будет веком мудрости и сознания, неизбежно вновь открытых после вызова трансцендентности. Я думаю, нам следует понимать момент, который мы переживаем, как революцию, в строгом смысле возвращения цикла, как в моральном, так и в онтологическом смысле. Жюльен Фройнд,
французский философ, историк и социолог, профессор Страсбургского университета. Со второй половины 20 века и особенно 60-х годов моральная иерархия Запада разительно изменилась. Нередко в индивидуальном поведении и социальных действиях зло на несколько лет становилось добром и наоборот. Всего 2 поколения назад колонизация была щедрой и достойной восхищения, тогда как война временами была неизбежным злом. Сегодня колонизация рассматривается как явное зло, как во многом война. Гомосексуальность запрещалась и презиралась, а сегодня ее не только оправдывают, но и восхваляют. Аборт, ранее криминализованный, теперь легализуется и рекомендуется. Развод, который когда-то был почти невозможен, а затем очень труден, больше не встречает никаких препятствий. В обществе правила социального поведения образуют центральную точку, определяющую общий выбор, направляющий течение эпохи. Исследовать, что разрешено, похвально и запрещено в данный момент, значит взглянуть на образ мышления человека настоящего времени. Тем не менее, это всего лишь проявление чего-то более глубокого, но проявление, пропитанное кровью и потом именно этого общества и рассказывающее о его богах наряду с его поведением. Любое такое действие раскрывает спящее убеждение в чем-то, даже если оно еще не осознанно. Столь резкий поворот, который мы имеем перед собой, кажется вполне естественным для многих молодых людей, потому что дети всегда получают больше образования от своего времени, чем от своих родителей. Это беспокоит пожилых людей, но разве их не всегда беспокоило течение времени? Это пугает некоторых христиан. Отсюда и возникает ассоциация «мани в пуртуа» или «в защиту жизни». Чтобы дать ответ, перед каким историческим поворотом мы находимся, следует прежде всего понять, как раньше он происходил. И это будет легче понять, если мы вернемся к истокам, ведь христианский мир был основан путем все тех же радикальных перемен. IV век стал переломным моментом в парадигме как в философском, так и в этическом смысле. Вселенная христиан была противоположностью вселенной римлян. Они ввели дуализм между временным и духовным, земным миром и потусторонним, людьми и Богом, в то время как древний религиозный мир был глубоко един. Римляне, должно быть, чувствовали себя так, словно попали в раздираемый интеллектуальный и духовный космос. Более того, в течение нескольких десятилетий произошел перелом нравов. Старая мораль сменилась другой. В контексте того, что мы сейчас называем обществом, то есть нравами, произошла инверсия ценностей. Все должно быть перевернуто. Так писал Тертуллиан, христианский богослов II века. Именно против всех этих предрассудков мы должны бороться, против институтов предков, авторитета, полученной вещи, законов, правителей и рассуждений, как мудрецы, восставшие против старины, обычая и необходимости, против чудес и чудотворений, чья помощь укрепила всех этих прелюбодейных божеств. Задолго до христианства римляне были моногамными, но со временем законы о разводе становились все более и более либеральными. В конце концов, даже женщины смогли попросить о разводе, что было быстро и легко. Христианские императоры, с другой стороны, наказывали его за очень специфическими исключениями, которые становились все более и более строгими, вплоть до запрета. Аборты всегда были законны у древних народов, за исключением евреев и египтян. Их широко практиковали греки и римляне. Типичная римская семья оставляла среди дочерей только первенцев. Это соответствовало закону патриархата. Плод или ребенок принадлежал отцу, который имел право распоряжаться им по своему усмотрению. Евреи, а затем и христиане, всегда отвергали эту практику. Христиане, придя к власти, осудили их. Как и гомосексуальность. В 390 году закон Феодосия приговаривал к сожжению за любое соитие мужчины с мужчиной. Так, в течение полувека в Римской империи произошел моральный разворот. Новые взгляды распространились от центра к периферии, в деревне всегда медленнее, как это обычно бывает, и отсюда крестьянин, паганус, дает нам слово «язычник». Термин «язычник» одновременно удобен и неуместен. Он – творение своих противников. Распространение христианства от центра к окраинам, от мест культуры к деревням сопровождалось чувством гордости, как будто новое было лучше. Язычники выглядят как консерваторы, идущие назад, а христиане называют себя современными. В это время появляется слово «модернус». Язычество считается суеверным и устаревшим. Это уже не марш к прогрессу. Победитель присваивает себе смысл истории. Революционный же период 18 века был тем, что без всякого преувеличения можно назвать началом конца христианского мира. В это время на Западе повсеместно начинается обратный переход. Этот процесс продлится 2 столетия. Он будет состоять из приходов и уходов, из борьбы между клеветниками и защитниками. Закон, разрешающий развод, был обнародован в 1792 году во время Французской революции.
Он был отменен в 1816 году во время реставрации Бурбонов, но восстановлен в июле 1884. Закон режима Виши от 2 апреля 1941 года ограничивал обстоятельства, при которых он мог быть позволен, но вновь после Второй мировой войны законы о разводе становились все более мягкими, пока не было достигнуто взаимное согласие. Стремление изменить прежние моральные установки наталкивались на сопротивление и преграды. Христианский мир защищал себя и до последнего боролся с попытками секуляризации церковной земли, введения женского образования, внедрения школьной системы светского типа и отмены финансовых привилегий духовным учреждениям. Тем не менее, что бы ни происходило и несмотря на некоторые эпизодические успехи, волна поднималась на протяжении 2 столетий всегда в одном направлении и никогда не останавливалась. Переворот морали, который мы видим здесь в действии в ходе этой тихой и решительной эволюции, охватывающей 19 и 20 века, представляет собой почти полную противоположность тому, что произошло в IV веке. Крик Плутарха «Великий пан умер» мог бы предвосхитить конец язычества, по крайней мере так христиане тогда истолковали его в свою пользу. Пан или Приап – бог пастушества и плодородия. В настоящее же время рассказывает историю возвращения великого пана, и, похоже, мы близки к тому, чтобы завершить этот круг. Где мы видим тихую силу нынешнего носителя будущего, того, кто придерживается общих убеждений? В IV веке именно христиане изобрели современность, а язычники заняли оборонительную позицию. Для христианского мира этим решающим моментом стало время первых соборов, установивших очертания новых истин, на которых будет жить следующие 16 столетий христианства, а для язычников – отказ от сопротивления, молчаливое принятие новых правил в стремительно меняющейся реальности. Однако я буду дураком, если заключу, что обратный процесс невозможен ровно так же. Поль Вейн, французский археолог и историк античности, профессор Коллеж де Франс. Христианское мировоззрение уже заменяется, но не небытием и не бурей, а известными более простыми и приземленными формами. За рухнувшим христианством пришли стоическая мораль, язычество и азиатская духовность. Ницше предвидел эту эволюцию, когда писал «Вот он, европейский Китай с мягкой буддистско-христианской верой и на практике эпикурейским умением жить». От монотеистического пренебрежения к природе мы приходим к идее ее защиты и ценности. Начало 21 века стало рождением невероятного числа философских форм и видений, устремленных в далекое прошлое. Наши западные современники больше не верят в запредельное или трансцендентное. Смысл жизни поэтому надо искать в самой этой жизни. Здесь находится священное и в пейзажах, и в жизни Земли, и в самих людях. Дэвид Лоу, английский философ-библеист, профессор Манчестерского университета. За последние 20 лет доля тех, кто причисляет себя к язычникам, удвоилась. Если в Великобритании в 2001 году число открытых приверженцев кельтских и германо-скандинавских богов составляло 44 тысячи человек, то в 2011 уже более 85, а в 2022 перевалило отметку в 100 тысяч. Профессор Рональд Хаттон, однако, утверждает, что эти цифры могут быть еще выше, так как современные язычники редко заносят свою веру в перепись. Но даже по ней количество последователей германо-скандинавских богов выросло на 34%, что поставило Асатру на второе место по темпам прироста верующих сразу после ислама. Джек Хадсон, глава общины Асатру, косвенно подтверждает выводы Хаттона. Когда мы начинали, еще только в 2013-м у нас было где-то 8 человек. Сейчас около 4000 людей взаимодействуют с нами, и это за 10 лет. Исследовательский центр Пью подсчитал, что около 1,5 миллиона белых американцев исповедуют традиционную веру или же другой языческий культ, в то время как еще в начале века их было не более 134 тысяч, а к 2050 году, согласно докладу, число американцев, исповедующих другие конфессии помимо иудаизма, христианства, ислама, индуизма и буддизма, утроится, в основном за счет перехода в другие религии, такие как Асатру и языческие культы. При этом только 31% американцев заявляют, что регулярно ходят в церковь, а около 30 причисливших себя к христианским конфессиям вообще никогда ее не посещали. В Италии набирает силу римское традиционное движение, последователи которого мечтают о возрождении древней римской религии. Даже в такой глубоко христианизированной стране 61%, в которой является
являются убежденными католиками, число язычников растет темпами, приближающимися к тем, что показывают организованные религии Ближнего Востока. С 2001 по 2022 количество активно молящихся христиан сократилось до менее чем 19%, в то время как число сторонников движения реконструкции язычества за тот же период увеличилось троекратно, с 956 до почти 3200 человек. Эти цифры могли бы показаться небольшими, если не брать в учет уже действующие политические организации и круг сочувствующих представляемых организаций Верховного Совета этнических эллинов и движения реконструкции, продвигающих идеи римской религиозной практики в наше время, в том числе через политиков европейских государств. И их усилия приносят плоды. Сегодня идея возрождения греко-римского язычества распространилась далеко за пределы Италии, в страны европейской и западной культуры. Практикующих древнеримскую религию сегодня можно найти и в Латинской Европе, и в Америке. Наиболее известной международной организацией возрожденной римской религии является Нова Рома, основанная в 1998 году и имеющая активные группы на всех континентах. Не стоит забывать и о греческих активистах, число которых с 2001 года увеличилось не просто на порядок, но в разы, с 2000 до почти 56 к 2022. Однако, в связи с закрытостью многих эллинистических организаций, точная оценка их численности затруднена. Это происходит по всему западному миру. В Германии, Франции, Исландии мы наблюдаем системный отход от организованных религий в пользу примордиальной духовности и древней традиции. Хелен Бергер, американский социолог, специалист по неоязычеству, профессор университета Брайденса. В Греции эллинисты пропагандируют поклонение древним божествам – Зевсу, Аполлону и Афине. В музее Гетти в Лос-Анджелесе дети пишут молитвы Афродите и Венере. В Эдинбурге артисты, изображенные в образах красных дьяволов, развлекают толпу, чтобы отпраздновать древние кельтские фестивали огня Белтейн и Самайн, в то время как многие собираются в древних кельтских святилищах, чтобы сжечь плетеного человека. В Польше, Чехии и Словакии люди отмечают древние обряды плодородия, танцуя и прыгая через костры. В России церковные лидеры с тревогой отмечают растущий интерес к языческим традициям. В Америке самой быстрорастущей религией является языческий синкретизм. Академия ВС США даже построила первую за свою историю языческую часовню, а в ее военно-морских силах появились капелланы Асатру. История общества, как мне кажется, сегодня переступает через очередной этап. И чем тверже, тем больше подтверждений мы находим во всеобщем упадке веры. С одной стороны, это разочарование в незыблемости принципов христианства, с другой, как ответ, тяга к великой древности, к чему-то первозданно-естественному. Оба эти полюса сливаются в нашем моменте истории. Я называю это неоархаика. Многие концепции, которые в нашем современном обществе считаются прогрессивными, на самом деле являлись прежде частью возрождения языческих идей, которые полностью контрастируют с учениями библейского христианства. И эти идеи возымеют последствия. Ричард Робертс, американский психолог и социолог, профессор Стерлингского университета. Так что станет с Западом после утраты христианства? Исчезнет ли он, как пророчествуют некоторые, в бурных волнах ислама, или же напротив укрепится, осознав свое истинное предназначение и обретя новую веру, чтобы ему противостоять? Вот вопрос, от которого сейчас зависит судьба самой цивилизации. Столкнувшись с радикальным переворотом, основные черты которого исчерпывающе наглядны, нет сомнений, что эра христианского Запада подойдет к своему концу, истратив все ресурсы, которые в ней когда-то оставались. Но разделит ли белый человек это печальное будущее вместе с ней, хватаясь за умирающий труп отжившего, или же смело шагнет в будущее и примет возвращенную античность в свои руки, дабы снова стать хозяином своей судьбы? Вот от чего по-настоящему будет зависеть судьба мира. Время воинов Силабуса и крестоносцев давно прошло. Доведенные до состояния молчаливых свидетелей, христиане сегодня обречены стать солдатами в проигранной войне. Их борьба, особенно борьба по общественным вопросам, поскольку она касается принципов и добродетелей, ни к чему не ведет и, более того, не имеет шансов на успех. Европа меняется, мир меняется. И если мы хотим выжить, то должны быть жесткими и непреклонными, осознать себя и свои идеалы. Вернуться, совершив круг на новом уровне к тем вещам, что укрепляли нас и давали жизнь всем европейским нациям, всей культуре и всему великому, что когда-то объединял нас прежде и в силах объединить вновь. Отказ от христианского мира не является болезненной жертвой.
белый человек не должен умирать вместе с ним, но может переродиться в нем, стряхнув пепел прошлого и воспряв точно птица Феникс, окрыленная пламенем, крещенная яростью, заново обретенной верой, вера в цивилизацию, вера в неистовый новый рассвет, вера в великое белое будущее.